хорошенько отбиваю фарш. Делаем вот так котлету, просовываем туда пальчик и вот так трясем. Показываю еще раз. Друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Всем привет, наши дорогие, любимые, самые лучшие подписчики и гости канала. Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Соскучились ли вы по шашлыкам, так же, как соскучились по ним мы? Сегодня мы предлагаем вашему вниманию люля-кебаб, сделанный в духовке. Будет очень вкусно. Сочетание специй, которые мы сегодня будем использовать, настолько точно передают вкус и запах самого настоящего вкуснейшего шашлыка. Будет очень вкусно. Наша семья осталась в полном восторге. Оставайтесь со мной, сейчас подробно расскажу, как приготовить вкуснейший люля-кебаб в домашних условиях. Мы начинаем. Чтобы приготовить вкуснейший люля-кебаб, нам для начала необходимо взять жирный фарш. Неважно, бараний, телячий, говяжий. Берем жирный фарш, чтобы были прям вот прослойки жира. И здесь у меня 3 килограмма фарша и 1 килограмм лука. Лук необходимо будет пропустить через мясорубку. Также нам понадобятся специи, о которых я расскажу чуть позже. Лук нарезаю на такие кусочки, которые было бы комфортно помещать в мясорубку. Насадку на мясорубку одеваю максимально большую. И теперь смотрите, в чашку устанавливаю вот такое ситечко, потому что лишний сок из лука мы будем убирать. А иначе фарш просто не будет держаться на шампурах. Хоть мы сегодня готовим и в духовке, но все равно для настроения и для ощущения того, что мы находимся на природе, дети сказали, что будем одевать на шампуры. Поэтому перекручиваем лук и лишний сок из лука удаляем. Все, посмотрите, лук я весь перекрутила. И теперь лишний сок вот таким вот способом я удаляю. Как бы отжимаю через это ситечко. Без фанатизма, посмотрите, получается не очень много сока. Но, тем не менее, он есть, и он нам не нужен. Далее лук отправляю к фаршу. И сейчас будем заправлять специями. А далее, друзья, специи, которые можно класть абсолютно по своему вкусу, разные. Я положу 1 столовую ложку соли, все остальное чайными ложками. Здесь у меня кориандр молотый, 2 чайные ложки кориандра. Мы кориандр любим, поэтому кладем побольше. 2 чайные ложки с горой вот так зиры, пол чайной ложки острого красного перца. Красный перец по вкусу, любите поострее, можете класть побольше. 1 чайную ложку я положу для запаха паприки. И пол чайной ложки вот так с горкой тоже черного перца. Также у меня есть свежемороженая кинза. Здесь у меня 100 грамм. Кинзу разминаю вот так. Кстати, фарш у меня прям ледяной. И чтобы не мерзли руки, я одела хлопчатобумажную перчатку, а сверху резиновую перчатку. Это сделала для того, чтобы не мерзли руки. Много у нас сегодня получится люля. Ох, жалко, что гостей пригласить не можем. Теперь начинаю хорошо перемешивать. Как только специи полностью разойдутся по фаршу, все смешается с луком, с фаршем, тогда начнем фарш отбивать. Чуть позже расскажу для чего. Пока просто все перемешиваем. Кто-то из вас написал мне такой лайфхак, что когда я обжигала руки об камдипигоди, об тесто для камдипигоди, помните? Мне написали, что берете хлопчатобумажную перчатку, одеваете резиновую, и руки не будут обжигаться. Отличный лайфхак, я теперь его часто использую. И вот фарш тоже у меня ледяной, чтобы не замерзали руки. Я одеваю вот так вот перчатки. Все, хорошо перемешиваю фарш. Друзья, специи все разошлись у меня по фаршу и смешались вместе с луком. Мне показалось не очень много соли, поэтому я положу еще пол столовой ложки. Вот так. Все хорошо перемешиваем теперь соль, чтобы разошлась у нас. И теперь смотрите, что мы делаем. Теперь фарш необходимо хорошенько отбить. Вот так отбивать мы будем в течение 10 минут минимум. Хорошенько отбиваю фарш.
Фарш сейчас распустит свои волокна и будет таким вязким, так сказать. Вот таким забавным развлечением буду заниматься сейчас минимум 10 минут, а лучше 15. Сейчас хорошенько отобью фарш, затем включу камеру и покажу, что у меня получится. Все, друзья, посмотрите, фарш у меня хорошо отбит. На последнем этапе отбивания я уже сняла перчатку. Смотрите, аж рука красная стала. Смотрите, как узнать, что фарш отбит. Видите, волокна распустились, белковые. И фарш стал такой вязкий-вязкий. Как узнать, что фарш готов и его уже достаточно отбивать? Ну, во-первых, по времени ориентируемся, да, минимум 10 минут отбиваем. Во-вторых, делаем вот так котлету, просовываем туда пальчик и вот так трясем. Если с пальца котлета не падает, видите, то значит фарш готов. С шампура фарш тоже, значит, не упадет. Теперь этот фарш отправляем на час в холодильник. Затем будем уже жарить шашлык. Так, друзья, прошел у нас час. Фарш полежал в холодильнике. Берем примерно на глаз вот такую котлетку. Грамм, я думаю, здесь, может, 120, может, 110. Вот так, 120 сделаем, да? Значит, формируем вот так котлету двумя руками. Так, не очень длинную, пока ее расплющиваем. Ну, сантиметров 10. Дальше беру шпажку. У меня вот такая шпажка. Вот так в середину ее углубляю. И начинаю распределять мясо теперь по шпажке равномерно. Я это делаю вот таким способом, у каждого способ свой. Смотрите, как вам удобно. Вот, жарить мы будем это все дело на решетке. Если это на мангале, значит мы это делаем тоже на решетке, для того, чтобы подстраховаться. Делаем на любительском уровне, скажем так. Там, где кончики, тоже вот так притупляю, чтобы не было слишком тоненько. В общем, вот такая вот люляшечка у меня получается. Видите, она более-менее, я постаралась ее сделать равномерной по всей длине. Вот, и отправляю на решетку. Показываю еще раз. Смотрите, берем такую добренькую котлетку сначала. Ну, примерно грамм 110-120. И делаем сначала вот такую пузатую котлетку. Вот так. Теперь в эту котлетку можно, в принципе, и вот так углубиться. Знаете, разницы нет. Можно сбоку, можно вот так снизу. И теперь эту котлетку начинаю распределять по шпажке. Если будете делать на металлических шампурах это делать тоже можно, то тогда необходимо будет, чтобы шампуры были полностью остывшими. То есть на горячие шампура лучше не одевать, потому что жир начнет сразу таять и, соответственно, все начнет у вас разрушаться. Поэтому, если используем металлические шампура, значит, исключительно на холодные шампура одеваем люляшечку нашу. Вот такая люляшечка, красоточка у меня получается. Все. И теперь эту красоточку отправляю на решетку. Итак, друзья, вот такое количество фарша у меня еще осталось. Убираю его в холодильник. 15 вот таких больших, замечательных люляшек у меня получилось. И, конечно же, отправляю их в заранее разогретую духовку до 250 градусов. То есть разогрев делаем до максимального. И у меня есть функция гриль в духовке. Если функции гриль нет, ничего страшного, просто будем переворачивать через каждые 10-15 минут. Друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Это еще не весь фарш. У меня еще примерно, ну, я думаю, люляшечек 10 получится из оставшегося фарша. Так что нам этого хватит надолго. Очень ароматно, очень аппетитно. Нам уже прям не терпится все это покушать. Мы сейчас съедим эту порцию люля на прямом эфире вместе с детьми, вместе с Алексеем. А на мукбанг придется готовить еще одну порцию люля. Приглашаю всех вас на мукбанг, так как пробовать мы с Алексеем это блюдо будем на мукбанге.
Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Мне очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова.